Потери растут, режим лишился высокопоставленного генерала. Были слухи, потом опровержение, теперь имя нового верховного лидера стало известно официально. Цены на нефть бьют рекорды, Кремлю ослабили санкционную удавку, расскажем. Редкий случай, когда военные сказали больше, чем эксперты. Украина может потерять последнюю крепость на важном направлении. Погоня и захват, но в этот раз все наоборот. Массовое нападение на украинских силовиков в тылу. Еще одна страна вступила в войну. Срочная эвакуация дипломатов и авиаудар по объекту РФ. Об этих и других событиях к вечеру понедельника 9 марта. Самые важные и срочные новости в эфире Нехта. Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. Кровавый режим не досчитался еще одного генерала. По данным оппозиционного издания Iran International, в результате ударов США и Израиля был убит Али Хашеми, заместитель командующего корпусом стражей исламской революции в провинции Исфахан. Это тот самый регион, где накануне силами союзников был атакован подземный ядерный объект. Лидер новый, фамилия та же. Теперь это уже не слухи, а официальное сообщение. Так называемый Совет экспертов в Иране избрал аятоллой Моджтабу Хаминеи. Это сын бывшего правителя страны Али Хаминеи, который погиб в результате ударов США и Израиля 28 февраля. 56-летний Моджтаба стал третьим верховным лидером Ирана со времен Исламской революции 1979 года. Этот пост пожизненный. Новый аятолла давно и тесно связан с корпусом стражи Исламской революции, и именно военные, по данным СМИ, активно продвигали его кандидатуру. КСИР уже объявил о присяге на верность. Назначение Моджтабы Хаминеи отражает тот факт, что сторонники жесткой линии в этой системе теперь имеют преимущество. Они собираются продолжить борьбу, по крайней мере, в краткосрочной перспективе в военном отношении. Дональд Трамп выразил свое недовольство избранием нового аятоллы. В интервью ABC News президент США заявил, что новому верховному лидеру придется получить одобрение от Соединенных Штатов, иначе, по его словам, удержать власть будет невозможно. Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому каждые 10 лет. Трамп также заявил, что иранский режим планировал захватить весь Ближний Восток. Они – бумажный тигр. Еще неделю назад они не были бумажными тиграми, скажу вам. И они собирались атаковать. Кстати, кого-то Трамп уже называл бумажным тигром раньше. Напомните, кого? Тем временем на воздух взлетают не только предводители иранского режима, но и цены на черное золото. Столбики рванули ввысь на четверть всего за один день. Эталонная мировая марка нефти Brent подорожала до $119 за баррель, а американская WTI до $117. Таких уровней не было 4 года, со времен начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году. Главная причина – война на Ближнем Востоке и фактически блокада Ормузского пролива, через который проходит огромная часть мировой нефти. В Катаре предупреждают, если танкеры не смогут идти через пролив, цена может подняться и до $150 за баррель. Дональд Трамп считает рост временным. В своей соцсети он написал: краткосрочный рост цен на нефть, который пройдет после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана, является очень небольшой платой за безопасность и мир в США и во всем мире. Ну а подчиненные Трампа уже действуют. На рынке нефти может появиться больше российского сырья. Министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире Fox Business, что Вашингтон может временно освободить от санкций дополнительные объемы российского сырья. В море находятся сотни миллионов баррелей подсанкционной нефти, и по сути, освобождая ее от санкций, Министерство финансов может создать предложение, и мы это рассматриваем.
Ранее США уже выдали 30-дневное разрешение на поставки российской нефти в Индию, если она была загружена на танкеры до 5 марта. Бессент подчеркнул, обсуждается вариант расширить такие исключения, чтобы стабилизировать мировой рынок топлива. Коллега Бессента по американскому правительству, министр энергетики Крис Райт в эфире Fox News заявил, что послабления в отношении продаж российской нефти Индии не являются сменой санкционного курса. Это просто прагматичная мера. В отношении России ничего не изменилось. Получается, в Кремле рано открывать шампанское? Как считаете? США начали срочно вывозить дипломатов из Саудовской Аравии. Госдеп впервые с начала войны против Ирана отдал обязательный приказ о выезде части сотрудников посольства. По данным The New York Times, решение приняли после серии атак на дипломатический квартал в Эр-Рияде. До этого американцам лишь рекомендовали уехать добровольно. Теперь речь идет о прямом распоряжении покинуть страну. Тем временем новая страна подключилась к ударам по Ирану. Это Объединенные Арабские Эмираты. Официально Абу-Даби этого не подтверждает. Об атаке сообщил ряд израильских СМИ. По их данным, целью стала опреснительная установка. Наблюдатели считают, что это был сигнал Тегерану. Если атаки на Эмираты продолжатся, страна может полноценно присоединиться к военной кампании США и Израиля. Параллельно Саудовская Аравия ужесточила риторику. По данным Reuters, Эр-Рияд предупредил Иран, новые удары по королевству могут привести к тому, что саудовские базы разрешат использовать американским войскам. В Украине с фронта снова поступают тревожные вести. Российские войска продвинулись возле Гуляй-Поля в Запорожской области. Так это описал аналитический проект Deep State. А вот командир первого отдельного штурмового полка охарактеризовал ситуацию более драматично. В интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Дмитрий Филатов с позывным «Перун» заявил, что этот город в Запорожской области сейчас почти оккупирован российскими войсками. Но одновременно собеседник сделал интересную оговорку. По его словам, ситуация развивается в рамках общего замысла украинского командования. Филатов намекнул, что смысл этих действий станет понятен позже. Подробностей военный не раскрыл. Но неспокойно не только на фронте. На Волыни разыгралась сцена как из боевиков. Группа людей на 7 автомобилях атаковала микроавтобус местного территориального центра комплектования, который вез мобилизованного. По данным военкомата, возле села Озеро машины начали подрезать служебный автомобиль и блокировать дорогу. В итоге бус съехал в кювет. После этого нападавшие разбили стекло и применили силу по отношению к военным, освободив мужчину, которого везли в ТЦК. В результате нападения пострадали 2 военнослужащих, у одного травма головы. Освобожденный мужчина оказался жителем Запорожья и подлежит мобилизации. Полиция уже ищет всех участников нападения. А вот в Крыму ВСУ опять поддали жару оккупантам. По данным военных, точными ударами были поражены 3 российских «Панциря», а также уничтожена 1 мобильная огневая группа противника. Кроме того, в поселке Новоозерное был поражен скоростной десантный катер проекта БК-16. Отдельный удар пришелся по аэродрому Кировского. Там украинские силы уничтожили место хранения ударно-разведывательных беспилотников «Орион» и 4 станции управления этими дронами. Операцию провели подразделения ВМС Украины вместе с силами специальных операций. Израильская авиация бьет не только по иранским объектам на Ближнем Востоке, но и по российскому. Цахал разбомбил здание Дома русской культуры в ливанской Набатии. Как сообщает ТАСС, жертв и пострадавших нет. По их версии, после обострения конфликта центр уже был закрыт, а сотрудники эвакуированы. Как сообщали израильские военные, накануне их авиация атаковала десятки населенных пунктов на юге Ливана. Цель – позиции Хезболлы. Жителей заранее предупредили об ударах и призвали эвакуироваться. В Израиле заявляют, что операция продолжится, пока группировка не будет разгромлена. Как думаете, чем занимался русский дом в маленьком ливанском городе с населением 120 тысяч человек? Неужели продвигал идеи Льва Толстого о непротивлении злу насилием?
А Васька слушает да ест. Потеря с начала года двух коллег по интернационалу диктаторов Мадуро и Хаминеи-старшего ничему не учит Александра Лукашенко. Его режим продолжает сажать. Журналист Павел Добровольский осужден на 9 лет колонии. Сотруднику независимых СМИ вменили госизмену. После протестов 2020 года Добровольский уехал из страны, но спустя несколько лет вернулся на родину. Его арестовали более года назад. Процесс был закрытым, и детали его неизвестны. Тем временем чекисты шьют дело против целой группы независимых издателей. КГБ объявил Олеся Евдаха, Вацлава Богдановича и Змитера Колоса участниками экстремистского формирования. Все трое были задержаны в Минске в феврале. Сначала их отправили под административный арест, теперь против них возбуждены уголовные дела. В прошлом году Лукашенко пошел навстречу просьбам администрации Трампа и выпустил несколькими партиями порядка 150 политзаключенных. В 10 раз меньше, чем ожидал президент США. И почти сразу же белорусский режим начал набирать новых заложников. Новый аятолла до сих пор не появляется на публике, и теперь стало ясно почему. Причина может быть более серьезной, чем страх. Как сообщает The Times of Israel, Моджтаба Хаминеи может быть ранен. Иранское государственное телевидение впервые косвенно признало это в эфире. В одном из сюжетов ведущие зачитывали обращения зрителей, где нового верховного лидера назвали Джанбазом, как в Иране называют человека, получившего ранение в борьбе с врагом. Подробностей власти не раскрывают. Неизвестно ни где именно Хаминеи-младший получил рану, нигде он сейчас находится. Иранские СМИ лишь отмечают, с начала войны, которую в стране называют войной Рамадана, новый лидер ни разу не появлялся на публике. Москва готовится к новому наступлению и стягивает элитные войска. Украина отправила военных за пределы страны. Как в Кремле подставили Владимира Путина и где выпал черный дождь, а реки запылали. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.